Дорогие израильтяне и гости страны! В этом видеосюжете вы сможете познакомиться с малоизвестной дорогой, ведущей с севера на юг через центр страны, дорогой, соединяющей города Ариэль и Модиин. Двигаться будем не в объезд по скоростному 6-му шоссе, где вообще непонятно, где едешь и что видно из окна машины, а напрямую, по горам Западной Самарии, по 446-му шоссе. Итак, в путь по горам Западной Самарии, по красивейшему шоссе страны. Не волнуйтесь, дорога проложена так, что не приходится ни проезжать, ни заезжать ни в одну арабскую деревню. Из Модиина на Цомет Шилат повернуть на Модиин-Элит, далее все время прямо на север до перекрестка Нили, мимо Меарот Шукба, пещер доисторического человека, на Офарим и Бейт-Арье, далее Пдуэль и Алей-Загав, мимо Брухин в Баркан, промышленный центр Ариэля. Наша первая остановка на панораме в поселении Нили. За последние 5 лет бурного развития поселка его население удвоилось. Здесь селятся работники хай-тека, инженеры авиационной промышленности. Сочетание близости к центру страны и относительно низкие цены на жилье делают свое дело. И в Ниле, и в соседнем Нале имеются смотровые площадки на запад, на море. Рассказы Танаха о заселении страны Израиля, история маковейских войн, войны за независимость могут быть показаны здесь со всеми подробностями, с привязкой к топографии местности. Прямо перед нами арабская деревня Кибия. К сожалению, с передачей территории Би под контроль и управление палестинской автономии здесь устроена огромная общественная помойка из числа тех, которые называют Ара-Зевель – гора мусора. Здесь принимают мусор у всех, причем за гораздо меньшие деньги, чем в Тель-Авиве, но в отличие от тель-авивской помойки, где мусор утилизуют, здесь мусором заполняется горное ущелье. Прямо у зеленой черты видна деревня Мидия. Это древний Модиин. Именно здесь когда-то началось восстание против греков, спасшее еврейскую веру и еврейский народ. По Вади Нахаль-Модиин проходила граница до 1967 года. Границу называют «зеленой чертой» из-за деревьев, посаженных Израилем вдоль всей границы. Этот лес зеленых насаждений хорошо заметен и сегодня со смотровых площадок. Прямо под панорамной площадкой видно шоссе, по которому мы приехали. По ходу шоссе на север, слева над дорогой, открываются пещеры, одна из них очень большая. Это пещера Шукба. Здесь найдены следы проживания доисторического человека. Причем в одном археологическом слое найдены и неандертальцы, и гомо-сапиенсы, предки человека разумного. Возможно, эти два вида древних людей скрещивались и мирно жили вместе, возможно, враждовали, убивали друг друга, но факт – встречались. Находки в русле Нахаль-Натуф в огромной пещере Шукба похожи на доисторические находки в пещерах Кармеля. Продолжаем движение на север, до поселения Бейт-Арье. Поселение Бейт-Арье существует с 1981 года. Именно в Бейт-Арье на балкон страны возил Ариэль Шарон всех официальных гостей Израиля. Отсюда прекрасно виден аэропорт имени Бен-Гуриона и расположенный на побережье весь центр страны. Здесь не нужно никого убеждать в стратегической необходимости оставить эти горы за Израилем. Все и так становится совершенно очевидно. Наша следующая остановка в поселении Пдуэль. Здесь стоит задержаться на час-другой для осмотра величественной византийской крепости, построенной на развалинах еврейского поселения периода судей и царей X-VIII века до нового летоисчисления. Чтобы попасть на развалины, надо на въезде в поселение попросить ключи от ворот.
Идти недалеко, всего 100 метров от поселка, по направлению к местному балкону страны. Панорама с этих качелей над пропастью вполне может конкурировать с первым балконом в Бейт-Арье. Видно все, от Ашкелона до Хедеры. От качелей вниз, по размеченной тропе, и вот вы у цели. Согласитесь, недаром еще первые исследователи Святой Земли назвали эти развалины монастыря самыми красивыми и хорошо сохранившимися из всех византийских построек. Археологи Юэль Элицур и Хаим бен Давид считают, что монастырь и сельскохозяйственная ферма рядом появились как результат восстания самаритян против власти Византии в VI веке новой эры. По их мнению, по Нахаль-Шило проходила граница влияния, в отличие от северной самаритянской зоны. С южной стороны Нахаль-Шило сохранилось много остатков византийского периода. Возможно, этим объясняется и то, что все уцелевшие до наших дней христианские деревни Самарии, например, Тайбе, Сен-Жиль, Аабуд, где живут арабы-христиане, находятся в южной части района. Будьте осторожны. На отвесном склоне, ведущем в Нахаль-Шило, живет пара воинственных орлов. В древности здесь был важный перекресток дорог, соединявший районы Гафна с юга, Шхема с севера, с истоками реки Яркон. От еврейского строительства мало что осталось на вершине холма, поскольку место занято огромной византийской крепостью. Зато за стенами крепости, на склонах, можно увидеть много следов древнего еврейского поселения. Есть винодельня и маслодавильня, есть колокольные ямы, вырубленные в скале. Еврейское поселение, так же, как и все Северное царство Израиля, было уничтожено ассирийцами в VIII веке до новой эры, что подтверждают найденные здесь археологами керамические осколки. Возможно, наши предки, охранявшие дорогу внизу, тоже любовались могучими орлами и панорамой Средиземного моря вдали. К сожалению, на сегодня орлов в местных горах почти не осталось. Будем молиться, чтобы в этих горах навсегда остались евреи.